Приветствую, дорогие друзья! 80 часов уже проработал у меня этот экскаватор Ripa NDI 322 или Ripa R15. Ну что ж, настало время что-то рассказать мне, поделиться впечатлениями. Сразу начну с ходовой части. Ходовая часть как бы имеет свои плюсы и свои минусы. Вот, например, здесь всего лишь два катка. Длина гусениц составляет 120 сантиметров в длину и 120 сантиметров ширина. Они расширяются на 1,20 м и сужаются на метр, практически по толщине тела самого экскаватора. Уже несколько раз у меня слетали гусеницы. Иногда камешки вот попадают туда, и гусеница слетает. Небольшой совет вам: когда вы ездите по камням, то не разворачивайтесь. Старайтесь проезжать туда-сюда, туда-сюда, вперед-назад, чтобы камешки не попадали вот сюда под катки. И когда слетает гусеница, то сразу же останавливайтесь, потому что она съедает вот эти вот резиновые части. Гусеница приходит в негодность. Я даже снял вот эти заглушки, потому что постоянно мне приходится гусеницу подтягивать. Там стоит гайка на 32 и на 16. В общем, можно подтянуть. Гусеницы у меня всегда в развернутом положении. Я их никогда не сдвигал, потому что мне не нужно было проезжать в таких каких-то очень узких местах. Отвал, конечно, узковат. Низкий подвал. Хотелось бы, конечно, его повыше, потому что земля постоянно переваливается через него. Быстро разъем. Не сказал бы, что он прям сильно плохой, но у него есть вот здесь вот люфт какой-то. И поэтому сначала мне пришлось подложить вот сюда резину, силиконовые такие вставки. Но только получилось подложить с одной стороны, со второй стороны не получилось. Но в будущем я думаю, что закажу какие-то шайбочки сюда и буду подкладывать. Вот этот болт, который держит быстросъем, да, он зажимает быстросъем. У меня головка отвалилась и выпала. То есть мне пришлось менять болт новый. Нашел на 14 болт. И вот там вот гайка тоже. Это все новые. Вот там он зажимает. Сжимает, вот эта штука уходит вниз, и он выпадает. И болтом же также назад зажимается. Вот этот палец был без смазки. Мне пришлось заказывать на заводе. То есть мне прислали со смазкой. Вот здесь вот инжектор для смазки. Его раньше не было здесь. Также по совету товарищей я заливаю сюда огромное количество смазки. Каждый день я его смазываю. Здесь разные тавотницы. Вот инжектор такого типа и такого типа. Так что, соответственно, должны быть шприцы для этого. Что еще? Вот здесь вот, может быть, кто-то не знает и кто-то не разбирал, но вот здесь вот, где входят пальцы, да, там есть втулки, и они из белого металла. Это модернизированная стрела, и спасибо им большое за это, потому что если вдруг чего, втулочки можно будет поменять. Палец большой, вот этот упор. Я постоянно им пользуюсь. Я даже не знаю, как без него обходиться. То есть постоянно он у меня в работе. Единственное, что теряются вот эти штуки. Они постоянно спадают и выпадают. Как видите, у меня все в масле. Каждый день смазываю, практически через день, может быть, эту стрелу, может быть, через день. А ковш каждый день практически смазываю. Выход на дополнительные линии. Здесь, видите, можно использовать две линии. Я использовал одну гидромолота. Гидромолот работает хорошо. Несколько часов я работал гидромолотом. Отлично работает. Никаких проблем нет. 150 у меня гидромолот. Также хочу сказать, что здесь вот резиночки на стреле в местах соприкосновения. Где-то их нету. Вот это вот я сам делал. Что-то, может быть, трется где-то, но надо проводить инспекцию. Но пока на 70 часах ничего вроде как бы не потекло. Поворотом стрелы тоже пользуюсь очень редко. Если вы где-то возле стены работаете, то очень удобно.
Вот эти вот педали, они, конечно, неудобные, но, в принципе, работать можно. Но вот эти педали не рабочие, невозможно пользоваться ногами. То есть, если вы упираете, то он быстро прыгает экскаватор вперед, и практически невозможно поймать небольшое движение, минимум. Он сразу работает на максимум. Педали не рабочие. Сейчас они модернизированы, здесь какие-то ставятся большие педали. Но это старая версия. Сиденье достаточно комфортное. Здесь оно даже двигается туда-сюда, вперед-назад. И спинка регулируется. Вот эти вот упоры, они бесполезные. Пользуешься только вот этими. Также сиденье подогревается мотором снизу. Если долго вы работаете, то оно становится горячим. Конечно, я жалею о том, что я не заказал кабину. Это было не так прям дорого. Не из-за температуры, а из-за того, что ветер дует. Ветер поддувает, и, конечно, это очень неприятно. Поэтому я вот повесил здесь такие кольца. И на кольца вешаю шторку, хотя бы сзади. Закрываю, чтобы не дул ветер. Двигатель, ну, всем понятно, что это Kubota D722. Что я сделал? Я поменял масло на 50 часах. Вот там вот фильтр. Фильтр очень тяжело откручивался. Вот такой фильтр был. Тут ничего не понятно, потому что это в заводской краске. Мне пришлось вот таким варварским способом его откручивать. Мало того, нужно было снять этот бачок, нужно было снять датчик давления, нужно было снять вот эту часть, нужно было снять вот эту часть. Фильтр невозможно было ни открутить, ни закрутить. Вот такие дела. Так особо проблем с двигателем нету, ну, понимаете, Kubota. Единственное, что он, конечно, слабоватый, это раз. Ну, и слабовата гидросистема, конечно. И вообще, как бы, экскаватор немножко слабоват для меня. Ну, для каких-то работ, конечно, для мелких он годится. Что я хочу сказать, что ему нужно давать обороты все-таки. Обороты нужно где-то 1800 где-то оборотов в минуту. Примерно так. Ну, может, 1780, вот так. Ну, где-то около 1800. Больше давать тоже не очень хорошо, потому что он начинает дребезжать. Тяжкий момент, да, где-то на 1800 нормальный. У него достаточно хорошая тяга. Если вы будете давать меньше оборотов, то вот, допустим, даже большой гидроцилиндр сам, он достаточно много мощности требует. И мотор у вас будет захлебываться. Ну, побольше оборотов ему нужно давать двигателю, чтобы он смог прокачать эти гидроцилиндры. И тогда экскаватор будет меньше дергаться. С управлением. Что с управлением? Значит, здесь нет никакой обратной связи. Вы должны как-то интуитивно понять, как у вас там стрела движется. По 4 движения на каждом джойстике. Можно их использовать еще как бы одновременно, с 2 движениями, по 2 движения в один раз. Но я не советую это делать, потому что двигателя не хватает мощности, и гидронасоса тоже не хватает, чтобы по 2, там, по 3 движения в один раз делать. И еще из-за того, что экскаватор легкий, дергается, если вы резко начнете работать джойстиками, он будет сильно клевать. А если мягко, плавнее вы будете работать джойстиком, он не будет так дергаться. Да, для того, чтобы поменять масло, нужно будет еще откинуть вот это сиденье. Вот здесь вот есть специальная ручка. Тоже нужно все это снять, чтобы ее откинуть. И вот здесь вот под сиденьем есть 4 болта, которые нужно открутить, это снять, и туда заливается масло. Вот там есть пробочка на двигателе, заливается масло. Гидравлическое масло я тоже поменял. Вот здесь тоже пробочка есть, она откручивается, очень просто меняется масло, заливается. Где-то у меня ушло, там написано было в инструкции, что 20 литров, но на самом деле меньше. Я думаю, что литров 15, может быть, вот так. Топливный бак где-то тоже примерно
скорее всего, литров на 16. В целом, я что хочу сказать. Я сначала, конечно, расстроился, потому что мне не хватало мощности. После 30 часов хотел продать. И уже нашел покупателя. И он должен был ко мне приехать уже. Но что-то у него не получилось. И я очень рад, что я не продал ее, потому что подвернулось очень много работы. И вот я 40 часов еще плюс проработал на нем. Со временем, конечно, хочу поменять на более тяжелую модель. Но это уже как получится, потому что я на этой модели уже привык. Единственное, что, конечно, может быть, какие-то утяжеления поставить, тогда он будет меньше дергаться. И еще я езжу по горам постоянно, туда-сюда. Вниз, когда едет, тяжело, он не тормозит, он скользит. Чревато, то есть он может перевернуться, упасть. Да, еще вот здесь вот смазывается поворотный механизм башни. Он очень плохо смазывается, то есть мне пришлось лезть вниз и смазывать вручную. Смазка выпадает куда-то, и она не доходит до круга, до этого поворотного. И круг поворотный работает не очень хорошо, он постоянно что-то там заедает в нем. Такой ненадежный механизм, он что-то там скрипит, хрипит, когда на ровной площадке стоишь, он работает ничего. Но как только небольшой перекос, он немножко подскрипывает, и такое ощущение, как будто он скоро развалится. Ну вот и все, небольшой обзорчик сегодня был. Всем желаю удачи, пишите комментарии, что как у кого работало. Всем пока.